Так, доброго времени суток, ребята. Продолжаем серию видео, как я обещал, по обзору классов, что они из себя представляют, классы, подклассы, сразу же профессии две сразу разбираем. А, это у нас игра Talos Noah. Вот, уже в течение недели мы играем, в принципе, кто присутствует на стримах, все об этом в курсе. Не будем растягивать и тянуть кота за одно место. Соответственно, максимально быстро перейдем уже непосредственно к персонажу, и я попробую разобрать для вас, э, какими скиллами я играл, что я посчитал нужным брать в той или иной ситуации, и вообще, как я вижу этого персонажа, вообще, что он из себя представляет. Маг здесь как реализован? В двух словах, мне очень понравился. Это классический маг, как мы привыкли его понимать в других проектах. Соответственно, это у нас первая профа у нас будет маг огня, профессия, и, соответственно, вторая профа, профессия мага будет у нас маг льда, то есть пламя и лед. Ничего нового. Кардинальное отличие друг от друга, самое первое, явное, наверняка те люди, которые уже играли, могут догадаться правильно. Это отличие, то что у мага огня, как бы не было это странно, больше урона, потому что за счет поджогов и за счет под эффектами поджога, то что у нас есть повышенный шанс крита и усиление крита в билде. И, соответственно, у мага льда это по большей части за счет эффекта стаков льда у нас больше контроля. Когда я говорю больше контроля, ребят, это значит, что очень много контроля. Здесь его очень много у мага льда, поскольку у мага огня тоже есть контроль, причем очень неплохой, массовый, хороший, приятный, но у мага льда на все на голову выше, можно сказать, в этом плане. И, соответственно, давайте разберем сначала магу огня, что он из себя представляет. 38 левел мы получаем. Идем мы к NPC, наставнику, и, соответственно, мы пробуждаем подкласс, профессию у нас маг пламя. Что у нас здесь меняется? В первую очередь нам добавляется новое окно, как и из предыдущего видео, допустим, на рыцаре, вы знаете. И у нас открываются два ДД скилла с эффектом настакивания поджога. Здесь основная пассива у нас упирается, что наделенные силой огня некоторые навыки вызывают обжигание. Обжигание, то есть мы поджигаем цели. Каждый стак обжигания поджигает цель, нанося в сумме 25% урона в течение 5 секунд. То есть наша задача максимально быстро, эффективно настакивать на цели поджог этот, обжигание. Чем выше стаков, тем больше урон. И, соответственно, у нас весь урон строится на этом. Забегая вперед, скажу, мы практически каждым скиллом, у нас билд будет построен так, что мы каждым скиллом практически будем настакивать огонь. И у нас практически в бою, если мы все правильно кастуем за рассказ, и на следующий ход, на следующий рассказ, у нас практически всегда на цели, если она еще жива, будет висеть 6 стаков поджога. Вот, за счет чего это достигается, у нас доступно вообще по дефолту на старте 5 стаков максимум мы можем на цель накинуть поджог. Но я скажу так, у нас в этом окне в пробуждении откроется пассивка, на которую мы будем делать упор. Это вот эта пассивка называется взрывоопасно. Максимальное число стаков обжигания возрастает с 5 до 6. То есть у нас уже не 5, а 6, то есть на один стак больше, на один стак больше, это больше урон. И, соответственно, увеличивается урон на 12%. Общий урон от поджога, это очень сильно. То есть мы обращаем на эту пассивку особое внимание. Так что имейте в виду, следующая пассивка, на которой мы будем от этого отыгрывать, это увеличение вероятности крит попадания. Шанса крита обязательно нужна, потому что
это базовое значение, это не усиление какого-то, скажем, скилла отдельного или что. Это базовое значение наших статов. Это очень сильный стат. По возможности мы его будем вот так же разгонять. Это у нас, давайте вот так я переключусь, ПВЕ, разбор скилла. Ой, билда. А следующее это у нас увеличение урона при критическом попадании. То есть у нас увеличивается урон на 5% по дефолту на первом левеле на 5 секунд, соответственно, когда мы критуем. Очень круто, КД 15 секунд, все нормально. Что я беру здесь для ПВЕ, ребят? В ПВЕ также здесь есть раскладки уже у нас. Сейчас скажу, левел 54 кап на данный момент. И у нас есть рекомендуемые скиллы. Из рекомендуемых сейчас уже, в принципе, можно использовать, но приходится что-то перебирать, что-то переделывать. Почему, ребят? Потому что все-таки есть вариации, как лучше, и вот как я думаю. Допустим, сюда мы не смотрим. И я из вариаций, допустим, подземелья заменил что? Я заменил пламенная расплата. Очень сильный навык с пробуждением, с очень хорошим уроном, с очень хорошей механикой настакивания, умножения множителя урона. Но, ребят, я вам так скажу, он бьет ближайшие цели в небольшой области вокруг вас. Но ваша задача всегда стоять в сторонке и накидывать. Вам не надо в толпе быть и кастовать этот скилл. Соответственно, этот скилл для нас не очень лично для меня подходит, потому что я стою в сторонке, даже в ПВЕ, и накидываю. То есть мне этот скилл не подходит. Но чем же мы будем заменять? Это что касается рекомендуемого. Я же заменил его на Феникс чародейский. Феникс, он имеет очень сильный урон, небольшую задержку в секунду в каст, дополнительный урон в пассивке и, соответственно, пробуждение на 50 плюс левеле у нас максимальный верховный маг пламя. Он имеет шанс крита попадания и увеличивается на 5% на первом левеле. Это неплохо в сочетании с этой пассивкой, которая у нас и здесь вкачивается в крит. То есть в сумме плюс еще к этому. Плюс у нас она оставляет след на земле, который поджигает цели, соответственно замедляет. Замедление, понятное дело, в ПВЕ может нам и не так помочь, но цели получает, видите, поджог и дополнительный урон. Это круто. Плюс оставляет этот скилл стак поджога. Это раз. Второй скилл это у нас, как ни странно, это вот самый первый скилл, это самый, скажем, доступный по времени 6 секунд, максимально быстро КД 60 скилл. Конечно же, урона тут не так много, но мы за счет того, что очень часто его кастуем и в хорошей области, с хорошего рейнджа, и за счет этой пассивки, которую мы обязательно берем хотя бы на единичку, в 2 тоже неплохо, но нам 60% прилично. Практически мы всегда кидаем на цель стак обжигания. Вот. Вторая особенность, то, что он нам дает, ускорение перезарядки пламенной расплаты, нам это не нужно. Нам основное, что здесь нужно, это вот это, потому что мы пламенную расплату не используем. Соответственно, эти два скилла берем. Взято вот 60 поинтов у меня, 54 левел, 9-3 оба с пассивка. И берем сила чар. Сила чар здесь, в этом билде на огненном маге, играет вообще в иных красках. Очень эффективный, очень дамажный, очень крутой скилл. Наша основная проблема, самый минус, который у нас был, то, что кастуется скилл 1,5 секундной задержкой. Мы от этого избавляемся за счет механики, которая у нас есть огненная глыба. В этом навыке пробуждения, которого мы имеем очень крутую пассивку. Пассивку с вероятностью 60%, который нам дает использование следующей силы чар. Мгновенно 60% шанс, что мы мгновенно используем этот скилл без задержки в 1,5 секунды. Как это происходит?
взрыв, видите, и мгновенно. Это очень круто, это очень эффективно. И, соответственно, обязательно стак накладывается из того и из другого скилла. Пассивка понятна. Пассивка у нас, как и в первом случае, лед по дефолту, ничего не поменялось. И мы берем ему ядерный взрыв, увеличение урона силы чар на 13%, а вероятность крит попадания шанса 7%, с вероятностью 70% добавить стак обжигания. То есть у нас с каждого скилла всегда стак, поскольку есть скиллы, которые быстрее кдэшатся за круг и на следующий круг фулл каста. У вас на цели, можете даже на боссах, на мобах наблюдать, будет висеть 5-6 стаков всегда. Поэтому мы, как я и говорил, забегая вперед, обязательно обращаем внимание на эту пассивку, увеличиваем максимальное количество стаков. За счет этого мы получаем еще дополнительный урон, плюс эта же пассивка добавляет нам увеличение общего урона поджога. Это очень круто. Про крит я рассказал, про попадание я рассказал. В принципе, здесь все. Верховный маг. 50 левел. Вы максимально уже проходите профессию, переходите после выбора основной ветки в Верховного мага. Откроются у вас тут дополнительные навыки. На что стоит здесь обратить внимание? В первую очередь, божественная кара. Вероятность крит попадания увеличивается на 6%. На единицу обязательно нам нужно взять, потому что уже на таком левеле она будет иметь, играет роль. Пассивка вот эта берется лишь под пламенную расплату, потому что имеет оглушение цели на 3 секунды. Можно использовать в PvP, вот допустим этот скилл, было бы неплохо. Но как использовать, если вы в окружении вот в такой дистанции толпы, допустим, нажали, вокруг взрыв и вы станете. Но это неэффективно, потому что магам нам нельзя попадаться такие передряги, и мы максимально держимся в стороне. Это то, как я вижу мага, то, как надо играть за него. То есть нам не подходит этот скилл. Соответственно, дальше на что мы сразу обратим внимание, это взрыв. Крит урон целям, на которые действует обжигание, увеличивается 10 урон. 10%. Что это значит? За счет обжигания, то, что цели имеют всегда обжигание, если мы критуем, у нас вес крита увеличен на 10%. То есть наши криты, не крит шанс, а сам крит урон в весе поднимается на 10%. Это очень круто, это очень сильно. Даже с самого недамажного скилла, вот допустим вчера в PvP было такое, что я кританул по персонажу, по противнику на 58 тысяч крита самого недамажного скилла под стаками. Вот этим. Так что имейте в виду. Про Феникс я рассказал. Чисто относится к скиллу Феникс. Вот этот. Чародейский Феникс. И, соответственно, имеет увеличение шанса крита именно к этому скиллу. Путешествие во времени. Это уже относится к PvP билду. Сейчас быстро переходим к PvP билду. Переключился. Что касается PvP, ребят. Что касается PvP, рекомендации к PvP, ребят. Рекомендации к PvP. Абсолютно согласен с рекомендацией гибкости. Но у меня там пассивки кое-какие измененные. Можете использовать с рекомендованной, но все-таки стоит и самому глядеться, изучать. Абсолютно все навыки, которые мы используем, активные, это у нас с первой страницы. Почему? Потому что урона у нас достаточно, урона у нас прилично. Мы просто берем скиллы, которые нам дают комфорт в игре. В плане чего? В плане контроля. Все 3 скилла, которые мы используем, это сверхновая, это падающие звезды, это черная дыра, все имеют эффект контроля. В первом случае это у нас накладывает немоту на 1 секунду. С КД в 6 секунд мы практически будем постоянно его в бою вспамить. Постоянно обламывать ход, прерывать навыки противника и так далее. Очень сильный скилл, плюс очень высокая вероятность настакивания поджога, что немаловажно.
Падающие звезды. Падающие звезды очень хороший урон имеют суммарно. За счет того, что они падают, призывает 5 звезд для атаки по целям в области. То есть идет дождь из звезд такие. И у нас пассивки наносит больше урона. Соответственно, у нас еще здесь механика контроля, то что имеет 50% замедления. Это же падающие звезды мы усиливаем через пассивку. Каждая волна падающих звезд с вероятностью 28% на третьем левеле добавляет стак обжигания. То есть 28%, там дождь идет он приличное количество времени, то есть стак поджога обязательно будет. Поэтому хотя бы на 3 мы обязательно на таком этапе вкачиваем сразу. То есть это обязательно. Что касается пассивки первого навыка, берем хотя бы на единицу, 60% нам очень так неплохо поможет для настакивания, как и раньше говорил. Можно и в 2 взять, если поинтов хватает, 70%. С ходом левела 70% добавлять, больше нам отсюда ничего не нужно. Следующий скилл черная дыра, она притягивает вокруг области этого шара, куда мы кидаем, вот в этой области цели к себе и наносит взрыв. Соответственно, также накладывается стак обжигания, наносит очень хороший урон, имеет в пассивке увеличение урона, первая пассивка. Вот. И, соответственно, остальные пассивки на этой странице пробуждения все по дефолту. Выкручиваем крит максимально, выкручиваем стаки поджигания, берем хотя бы на первом этапе на единицу критическое попадание, увеличение урона, ничего нового. И здесь мы берем уже спел на передвижение, который здесь по-другому меняется, в отличие от мага льда. Обязательно берем хотя бы 5-2, желательно и выше, потому что этим скиллом мы можем тоже немножечко урона дать, но все-таки этот скилл для нас в первую очередь это выживаемость. Как бы странно ни звучало, это наша мобильность, выживаемость, врыв, уход, запутать врага, потому что по нам будут работать, на нас будут охотиться, и сины, и лучники, всем мы будем досаждать. Соответственно, что здесь у нас? Что и на маге льда будет, что и тут. Это у нас скорость передвижения, которая дается на 3 секунды. И мы делаем рывок. Очень интересный рывок. Как он работает вообще? Мы делаем прыжок. И вот идет КД. Можем вернуться на ту же точку. Причем, когда делаем прыжок, за счет пассивки именно мага пламени, мы вот за счет этой пассивки оставляем в исходном расположении огненного дракона, который атакует в течение 5 секунд, нанеся цели при каждой атаке магическую атаку 100% урона, пока существует огненный дракон. Вероятность крита попадания увеличивается, то есть крит шанс на 10%. Это очень сильно, это очень круто. То есть у нас даже прыжок забущен под урон. Что касается, как он ощущается себя, как он себя ощущает в PvP 3 на 3, в PvP массовом гильдейском, в который вчера участвовал, себя ощущает очень прекрасно. Как он позиционируется, это Full DD range, то есть дальник Full DD. С очень хорошим контролем, с очень хорошими массовыми скиллами. Хороший урон, отличный урон и в ПВЕ, и в ПВП. Ни в коем случае не первой линии персонаж. Обязательно нужен персонажу в команде тот человек, хотя бы кто будет передней линии авангарда. Но это понятное дело, маг, чтобы ничего не поменялось. В принципе, все, ребят. Переходим к магу льда сейчас. Вот, переходим к магу льда. Ребят, вот я стараюсь, конечно, максимально это все скомпоновать по-быстрому, вообще без лишней воды, но уже 19 минут ушло. Блин, я не знаю. Ну, максимально очень много времени уходит. Будет короче, конечно, чем предыдущее видео, но все равно это как-то... То есть я лишнего ничего не говорю, все по делу.
Не знаю. Так, ладно, я свиток взял. Кстати, свиток, еще раз напоминаю, для людей, кто не знает, в магазине, заходите в магазин, вкладка «Магазин связанных алмазов», здесь вы покупаете свиток, если хотите сменить подкласс. Свиток стоит привязанные алмазы, не донатные. Подходим к NPC, смена пути путешествия, и вот здесь у нас две профы, как раз, когда мы выбираем персонажа, за которого мы хотим, да, ну, за которого мы хотим играть профа. И мы здесь, конечно, можем за каждую профу наблюдать. Сейчас я скрин сделаю, мне нужно будет. Секундочку. Вот. И, соответственно, выбираем маг льда или маг. Ну, мы здесь можем прочитать. Единственное, что не очень удобно, то, что мы не можем как-то чуть-чуть затестить, как-то, скажем, в демо-режиме. Ладно. Маг льда, ребят. У мага льда, давайте сразу перейдем к пассивке, к основе класса. Основа класса мага льда является стихией мороза, стихией у нас лед, под которой мы будем все это настакивать, и за счет которого у нас будет строиться весь урон и вообще все, что связано с этим персонажем. Навык. Наделенные силой мороза некоторые навыки вызывают лед. От действия каждого стака льда цель получает на 5% больше урона от навыков. Что это значит, ребят? Весь урон будет строиться точно так же, как и в другом случае, допустим, мага пламени, за счет стаков поджигания цели получали дополнительный урон поджогов 25%. И, соответственно, под поджогами пассивки строились как? Пассивки были под криты. Здесь совсем иначе. Здесь будет увеличиваться нанесение итогового урона, то есть на 5% больше за каждый стак льда навыками. То есть и здесь будет такая механика, что от стака льда общий урон навыков будет на 5% на каждый стак накладываться плюс будет еще пассивка 50+, левел, забегая вперед скажу, которая тоже им будет иметь весомый вклад на 53-м левеле, он открывается. Каждый стак льда уменьшает все сопротивления цели на 5%. Все сопротивления, это имеется в виду, ребят, у вас сопротивление к элементам будет к разным. То есть все сопротивления это очень сильно, это даже для команды будет. Максимальное количество 15%. Это очень сильно, особенно на первых порах. В зависимости, как будем закрываться от этого дефа, будет зависеть, как будем защищаться от этого. Насчет контроля и разбора. Давайте по порядку. ПВЕ. Что мы используем? В рекомендации у нас в ПВЕ есть урон в подземельях, который мы использовали. Что я использовал? Так, сейчас, секундочку, я покажу. В принципе, первую дефолтную я использовал. До спека, вот 2 дня я магом огня поиграл. До него еще столько же и магом льда. Использовал я, конечно, рекомендованные... Из рекомендованных, что первых 2 навыка, ничего не поменялось. Эти те же самые навыки, что и на первой странице у нас есть у мага огня. То есть это вот самые быстрые КД от этого навыка. Мы берем сверхновые, берем сила чар, потому что здесь очень много урона. Единственный минус у нас то, что он здесь, в отличие от мага огня, у нас задержка 1,5 секунды, потому что мы его кастуем столько. И у нас здесь пассивка. Вероятность крит попадания и шансы на 8%, а урон на 8% усиливается с пассивкой. Вот. И, соответственно, мы берем 2 навыка с пробуждения. Это все для ПВЕ. То есть, соответственно, у нас все 4 навыка будут просто на урон максимальный. Первый скилл Морозная сфера. Очень дамажный скилл, но единственный его минус то, что он идет постепенно, совершает такое действие, такая пульсация происходит и, соответственно, наносит урон. Не очень
эффективно порой бывает, потому что может цель отойти, тот же босс или что-то, но если фиксированная какая-то цель статично стоит на одном месте, в принципе, можно использовать в PvE. Заместо него что можно другое использовать? В принципе, мы можем использовать, допустим, чародейский феникс, но единственное, у чародейского феникса будет 15 секунд кулдауна за место 12, плюс у нас здесь кулдауну... мы здесь не усиливаем, вот это усиливаем. Окей, 12 секунд. Ну, 3 секунды, как бы, за счет того, что у нас еще здесь пассивка с вероятностью 100% замораживает цели. Но, опять-таки, эта пассивка у нас больше подходит к PvP контенту. Соответственно, у нас выбор невелик. Другие мы можем, кстати, взять падающие звезды, но падающие звезды будут суммарно меньше урона иметь, допустим, тот же скилл с таким же кулдауном. Падающие звезды будут эффективнее, когда целей много, тех же мобов или еще что-то, охватить больше целей. Тут уже на ваше усмотрение. Я ничего здесь не менял. Рекомендация вот такой же шло. Единственное, что я на что обратил внимание, ребят, пассивки какие не брать. Я здесь делал вот так. Шанс попадания по целям, на которые действует лед, увеличивается на 7,5%. На первых порах практически я его максимально так не выкачивал. У вас проблем с попаданием и так не будет. То есть здесь его достаточно на 1-2 взять на первых порах и сделать упор вот на этот скилл. Поэтому здесь пассивки будут меняться в таком порядке. Мы обязательно берем, допустим, вот этот скилл. Не допустим, а берем. Берем для PvE всегда 9.3 хотя бы на первых порах. Конечно, далее... Ой, вот это не то, подождите. Обязательно нам это нужно. Почему? Потому что у нас пассивный навык зависит от активного навыка, насколько он вкачан. Так, берем сила чар обязательно. Где она? 9, 3. Так, у нас здесь просто стоит 10. Не обращайте внимания, у меня в моих шмотках +1 к пойман. Видите, +1 идет навык, поэтому у меня написано 10. На самом деле здесь 9 вкачано. Вот. Так, что мы здесь еще брали? Здесь больше ничего не брали, но у нас... все. На следующую страницу, чтобы перейти, у нас 25 навыков должны использованы быть. То есть, соответственно, только первые страницы можно создать. И, конечно же, вот эти 4.1 по дефолту, конечно, можно их и раскачивать больше. Это у нас ледяная подступь, тоже очень сильный дамажный скилл, кстати, по области бьет с небольшой задержкой. Кроме того, вообще одна из нужных нам механик, которая в нем есть, 100% вероятность добавляет стак льда. То есть мы тоже тут максимально больше будем стакать льда. То есть и, соответственно, область, дистанция очень приятная, хороший урон. Причем его можно использовать даже в PvP, скажу вперед, забегая. Пассивку у нас наносит на 10% больше урона замедленным, неподвижным, оглушенным, в том числе обездвиженным врагам. То есть очень хороший. Допустим, кинули ту же сферу в PvP или дождь и, соответственно, туда кинули. Ну, это про PvP. У нас сейчас PvE. Здесь пассивку берем на единицу, потому что мы на данном этапе мы не можем вкачивать его больше. Берем обязательно сгущение. Можно взять на 1, но поскольку у нас этот скилл помогает снижать КД вот этого скилла, и мы чаще будем его вкидывать, можете здесь вкачать в 2. Не будет ошибка, если даже на первых порах вы вкачаете в 3. У нас в итоге будет 2 секунды меньше КД. То есть этот скилл будет КДшиться в 8 секунд. Это очень сильно, это очень круто. Плюс шанс, вероятность добавить стак льда за счет вот этого скилла у нас 80%. Практически всегда прокает. Дальше на пассивку, на которую стоит обратить внимание. С первой страницы, с первого пробуждения урон, который у нас усиливаться будет от всего, что у нас есть.
от всего, что мы бьем, и неважно, мы и вообще наши еще союзники, это будет вот этот навык. Каждый стак льда увеличивает урон, получаемый целью от навыков льда. Допустим, даже у вас есть маг другой льда в команде или что-то, вы будете друг друга это дополнять с этим. На 7% при максимальном количестве стаков 21 на первом левеле. То есть максимальное количество стаков, то есть он 3 раза может стакаться, и мы получаем суммарно 21. Поэтому наша задача максимально разгонять эту пассивку. Все вкидывать на первых порах мы не можем, но мы вкинем туда 7 поинтов, и у нас будет 9%, соответственно 27 суммарно. Это очень сильно, потому что наши цели практически всегда будут под стаком льда. Вот, следующую пассивку мы берем. При использовании навыков и при обычных атаках с вероятностью 10% увеличивается маг атака на 5%. На 5 секунд, кулдаун 10 секунд, очень хороший скилл. Здесь, что мне нравится, эта пассивка скейлится, то есть она настакивается не только от ваших обычных атак, но и при использовании навыков. То есть это очень круто, потому что не круто, когда мы только с руки это срабатывает пассивка, а здесь в двух случаях. И с руки, когда мы бьем обычными атаками, и, соответственно, когда мы используем навыки. Шанс 10%, не такой большой шанс, но учитывая, что мы и с руки можем настакать его, и то, что у нас может прокнуть с навыков, это как бы у нас, скажем, удваивается. С левелом прокачки у нас идет небольшой ход по 2% и к шансу, и к увеличению. Соответственно, мы сюда можем вкинуть до 4 поинтов. Конечно, на него тоже обращают стоит внимание, допустим, с этим же навыком. Наравне даже, можно даже сюда убрать чуть поинт. Ну, тут поспешил, конечно. Можно было 6 оставить или 5, 5, 6, 6 сделать. То есть, вот, как бы вот так. Дальше у нас что открывается? Здесь у нас ледяная подступь наносит на 10% урона целям в центральной области. На 10% больше урона в центральной области. Кстати, допустим, до каких-то боссах или соло целях это очень хорошо будет. И значит, на мобах у нас урона и так достаточно. То есть нам как бы никакого, скажем, никакой роли такой сильной не играет. На единичку можем взять, а дальше уже смотрим, уже исходя от основных скиллов актива. Дальше здесь у нас морозная сфера наносит на 15% больше. Это и смотрели на стриме, обсуждали. Это оказалось, это к суммарному итогу нанесенному урону. Больше урона, ребят. Смотрел, проверял, и это увеличение максимально суммарному нанесения урона. То есть урон от скилла максимально, когда произведен, это вот к этому общему урону вот эти 15%, что и в первой, и здесь. Соответственно, его тоже берем. Здесь у нас ускоренный синтез. Скорость зарядки силы чар возрастает на 7%. Стак льда. Каждый стак льда у цели увеличивает урон на 7%. Обязательно его берем. Желательно его выкачивать. Нам придется до 5 поинтов. Но тут уже как у вас хватит с поинтами, с навыками, как у вас это все обстоит дела, надо смотреть. На данном этапе у меня 60 поинтов, и, соответственно, мы можем сюда вкинуть 2, но в идеале, конечно, вкинуть 3. Сейчас посмотрим. Здесь у нас каждый стак льда уменьшает сопротивление цели на 5%. Это must have, это обязательно нужно, и на это обязательно нужно обращать внимание, потому что еще это стаки сопротивления от льда тоже накладываются друг на друга. То есть каждый стак льда дает 5% снижения, уменьшения сопротивления цели. То есть урона, поверьте, урона прилично и в PvP, и в PvE. Еще раз напомню, по урону маг льда и маг огня. Маг льда, ребят, не так далеко находится по урону. У мага льда приличный урон, ребят.
Не думайте, что это просто контроль и нет урона. У мага льда очень приличная урона, просто механику надо понять, и она совсем иная. И я вам так скажу, если вы играете в команде, либо у вас очень большой, скажем, недостаток контроля, вы хотите реально быть, скажем, дамажащим саппортом второй линии, помогать команде и иметь хороший контроль массовый, допустим, переворачивать какие-то, скажем, катки, останавливать врага очень эффективно, то маг льда нам намного больше подойдет, чем тот же маг огня. У мага огня будет все-таки урон за счет критов, burst дэмэджа будет моментального, дэмэджа вот этого эффективного будет за счет стаков поджогов, будет намного больше. Но все-таки эффективность в зависимости от ситуации, что вам нужно и в какой ситуации вы находитесь. Вот каждый класс по-своему он хорош. Я не буду разделять эти классы. Я, если честно, доволен и этим подклассом, и другим, и пламенем. Очень даже, в хорошем смысле, очень доволен. Поиграл. Я не ожидал, что маг огня здесь будет такой, ну, приличный. С хорошим контролем, с хорошим уроном. И маг льда то же самое, ребят. Тут уже что вы хотите, вкус, на какой лад вам нужен, скажем, тот или иной подкласс. Поэтому эту пассивку мы выкачиваем тоже обязательно. Поинтов у нас не так много. Один поинт докидываем сюда, вообще его, на него внимание обращаем. На это внимание обращаем уже при дальнейшей прокачке. Обязательно смотрим на эти навыки, потому что у нас ПВЕ и у нас больше урона с них будет скелиться. И вот эти две пассивки. Один поинт сюда докинул. Вот, это будет такая раскладка плюс-минус на ПВЕ. Что касается ПВП, здесь все будет просто, ребят. ПВП. ПВП гибкость у нас. Вот здесь есть рекомендованная. В принципе, полностью соглашусь, за исключением чего, каких моментов. Что меняется? Та же самая раскладка, что и у мага огня. Допустим, максимально большой контроль за счет у нас немоты, который накладывает за первый скилл. Здесь у нас замедление очень сильное, которое вот эту пассивку мы обязательно берем. Усиливает эффект замедления. Не путайте, это не плюс к 60% к тому, что там есть. Это именно вот это замедление усиливает вот этим эффектом 60% на 4 секунды. И у нас каждая волна с вероятностью 12,5% замораживает цели. Поэтому здесь чуть в 2 взято. Это рекомендуемое. Я же все-таки советую здесь взять в 3 поинта его. Пожертвовать откуда-нибудь одним поинтов. Вот с этого прыжка убрать 2 поинта. В прыжок не использовать столько поинтов. И все-таки использовать туда эти поинты. 2 поинта убрать оттуда, использовать сюда поинты. Давайте сброс сделаем, по своей сборке сделаем, потому что в общей концепции какие скиллы мы используем, это все правильно, но тут распределение уже, ребят, распределяйте уже более эффективно, что вам нужно. Почему отсюда скидываю? Потому что этот скилл для нас, это скилл выживания, это скилл escape у нас. Нам от него больше ничего особого не требуется. Да, он может какой-то урон нам помочь нанести, но это не тот скилл, с которого мы будем ждать урона и который мы для урона будем использовать. Соответственно, нам нужно что? Правильно, эффективно распределить скиллы, которые нам нужны, в принципе. Я бегал с пятеркой и комфортно себя чувствовал. В 2 взято ускорение на 24%. Можно взять до 3, ну тут уже в зависимости, какие пассивки нам сколько. Вот это. Обязательно берем, я в 3 бегал. Потому что уже 15% шанс замораживания. И под дождем, я вам скажу, падающих звезд, цели точно заморозятся, поверьте. Пачку кинули, допустим, стяжку.
черной дыры, вот, кинули, то есть дождь, черную дыру, стянулись, взорвалась черная дыра, и они еще там заморожены, сало можете накрыть. То есть очень такой хороший эффект от льда, потому что эффект льда вызывает у нас еще замораживание цели. А здесь у нас ледяная бомба с вероятностью 60% поражает цели, по которым она попала, и бомба взрывается в течение 3 секунд, нанеся 100% урона магического, добавляя снова стак льда. То есть у нас со всех скиллов точно так же, как и обжигание на пламени, то есть у нас стакается лед. Здесь его максить стоит или нет. Здесь единственное, что у нас поднимается, то, что нам нужно, это шанс. Шанс у нас на первом левеле это 60. Можем на единичку вкачать 70. Чуть-чуть урона добавим на 25% к скиллу. И, в принципе, достаточно. С этого скилла то же самое. Здесь мы имеем шанс 60%. Не жадно будет еще один скилл вкинуть, потому что все-таки вторая пассивка, которая здесь есть, у нас не работает, потому что мы подступь ледяную мы не берем. Соответственно, у нас не работает, то есть у нас нету этого скилла, и, в принципе, вторая строчка вот у нас, которая дает нам снижение кулдауна этого скилла, нам это не нужно. То есть мы здесь получаем стак льда, и вероятность получения 70%, отлично. Берем эту пассивку обязательно, потому что мы хотим получить больше урона под стаком льда. Вот эту пассивку в рекомендации не указывается, но мы будем его брать. На первом левеле у нас этот ход 2%, мы можем его в 3 взять. Это не будет ошибкой. Почему? Потому что он будет часто прокать, ребят. И 8% увеличения магической атаки, это очень круто, это очень хорошо. Можно и просто в единичку оставить, небольшой буст иметь такой. Попадание обязательно берем мы, уже язык заплетается, просто максимально пытаюсь скорее все это рассказать. Берем в единичку на 5%, что у нас с каждым левелем только 1% добавляется. В дальнейшем, конечно, уже еще поинтов 10-15, если у нас будет, мы можем сюда до 5 его вкинуть, потому что нам это нужно будет уже на таких этапах игры. Здесь мы берем пассивку ледяного щита. Эта пассивка, в отличие от мага пламени, что нам дает? Нам дает дополнительную выживаемость. При использовании создает ледяной щит максимально от макс АЗ 10% на 4 секунды. Это очень круто. То есть, совершая прыжок, у нас накладывается щит. Плюс цели, которые коснулись, либо контактируют с нашими клонами, которые мы оставляем, они дополнительно замедляются на 50%. Если мне память не изменяет. Да, на 3 секунды. Вот, так что мы его обязательно берем. И он нам нужен. В принципе, вот в такой раскладке это все будет. И еще дальнейшие поинты, которые вы раскидываете, ребят. Вы берете обязательно вот эту пассивку. Поинтов сейчас нам не хватило. Можно сэкономить, допустим, взять с этих вот этих поинтов. Я тут не доглядел. Вообще-то я на него рассчитывал. Но сейчас не буду сброс делать. Просто скажу, чтобы мне опять не растягивать лишнее телодвижение не делать. Вы здесь снижаете 2 поинта, и здесь снижаете еще 1 поинт. И вкидываете их туда. Здесь у меня просто максимально взято на контроль. Здесь я добавил. Здесь добавил, чтобы у нас попадание было под стаками больше. И все-таки я пассивку добавил на маг-атаку с шансом на 13%. Можно его в первую очередь даже игнорировать на первых порах и вкинуть их сюда. Хотя бы 3 поинта до 5 где-то кинуть. Очень сильно увеличивает наш урон. Я что-то забыл, я не досмотрел, сколько поинтов остается. Я планировал его взять. Его надо обязательно брать, то есть не забудьте. В принципе, ребят, все. Что касается мага, что касается на данном этапе, что он из себя представляет, что можно было бы сделать.
Поделюсь опытом игры. Кому интересно, на канале есть стримы игры. И тем и другим классом играл. И ПВП, и на битвы гильдии, и с магом льда играл, и магом огня. Соответственно, в ПВП и 3 на 3, где-то еще, и в ПВЕ, то есть все данжи, все-все. То есть полноценно поиграли, можно сказать, не один десяток часов. То есть, и вот как я вижу этих персонажей, соответственно. Вот, ребят. И что еще хотел добавить? Ребят, многие задают вопросы, где, через что играю, через какие приложения, вот, скачиваю игру там и еще что-то. Вот, сейчас, отходя под конец видео, хочу кое-что показать. Мы перейдем. Я играю, ребят, симулятора BlueStacks. Оставлю ссылку в описании, если кому интересно. Это насчет BlueStacks, это не реклама, ребят. Просто многие спрашивают, мне не сложно, я оставлю ссылку в описании. Потом, играю я, качаю игру через App Gallery. Вот. Рекомендую играть людям через него. Даже те, которые не донатят, либо хоть какой-то минимальный донат имеют. Для них очень прикольно, выгодно. Почему? Потому что там постоянно проходят акции. Вы... Сейчас у вас картинка должна поменяться. Но это у меня насчет эмулятора вот такое творится. Здесь, допустим, мы нашу игру выберем. Можем увидеть, что идет какая-то акция. Ну, блин, у меня сейчас просто это с BlueStacks, я не знаю, с компьютером что-то не то. Ну, да ладно, вообще, в чем суть? В приложении у вас постоянно какие-то купоны подарочные или что-то на всякие игры, которые у нас есть. Не только эта игра, и вообще другие приложения. И, соответственно, допустим, если вы какой-то донат хотите сделать, вы можете задонатить за тот же Kiwi кошелек, и у вас там до, допустим, суммы 3000, там определенный процент кэшбэка, там 10% и выше, там 15%. То, что сейчас действует по пятницам, там какие-то кэшбэки у них разные, надо следить за новостями, там 30% и выше. То есть разные приятные такие плюшки, и плюс иногда могут попасться купоны абсолютно бесплатно, разные акции производятся, на которые, кстати, очень часто я обращаю внимание, и иногда можете там какой-нибудь купончик без себя урвать, и можете этот купончик, даже если вы не донатите, расплатиться в игре. В принципе, в других маркетах такого нету. Так что вот, сам играю через него. Ссылку оставлю на этот маркет App Gallery от Huawei в описании. Вот. И что могу сказать, ребят? Всем добра, всем удачных каток. Ставьте лайк, комментируйте. Вот. И еще услышимся. Покеда.